Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои внимательные мои подписчики! Сегодня я вам продемонстрирую вот такое чудо, которое мы делали вместе с вами. Шила я, конечно, одна, фасон придумывала я, но краили мы вместе, моделировали вместе. Вот такое чудо я вам продемонстрирую. Костюм спортшик. Спортивный костюм, который не стыдно одеть, даже если иногда сложилась ситуация прийти в нем на работу. Вот, собственно, продемонстрирую тот эффект на костюме, которого мы добивались, строя выточку нагрудную, моделируя ее, чтобы костюмчик сел красиво на груди и скрыл все недостатки фигуры. Вот так костюм выглядит спереди. Здесь люверсы. Капюшон у нас хорошенечко облегает шейку. Он не будет уходить назад, он держит форму. Карманчики на брючках и кофте очень похожи. Штанина внизу у нас имеет вот такой декор. Небольшой разрез, который будет впереди на обуви, что поможет нам избежать дополнительной складки, когда он будет находить на наш подъем ноги. Он просто раскроется на кроссовках, и штанинка вот здесь сильно не будет складываться. Манекен на 2 размера меньше этого костюма, соответственно, здесь попка наполнится на человеке, и штанишки лягут как надо. Ножки тоже заполнятся здесь. Вот так выглядит костюм сбоку, вот так сзади, вот так лежит капюшон. Сбоку, я надеюсь, видно. Он так и будет лежать на человеке. Он не будет вот так торчать. Он не будет загибаться внутрь. Вот он как пошит, он так и будет сидеть на фигуре. Чего мы достигли по спинке? Вот этот крой не плоский, а мы добавили всего лишь одну нагрудную выточку. И чего мы добились? Мы добились того, что у нас был баланс попереду. Соответственно, спинка стала короче полочки. В плоском крое они практически идентичны. И у нас вот здесь нет огромного вот такого наплыва, когда кофта закрывает всю резинку. Что наши штанишки? Вот когда они сядут на попку, здесь у нас кокетка. Небольшая кокеточка. Карманов я решила не добавлять. У нас насыщен дизайн всякими нюансами, и лишние здесь элементы просто не нужны. Вот такие карманчики спереди у нас в брючках. Карман непростой, здесь кант. Если будет интересно, технологию я покажу. Что по кофте? На кофте у нас такие же карманы. Вот они с изнаночки, мешковина. Ну, я выверну, покажу. И, собственно, все. Наша задача была достичь элегантности в спортивном костюме, создать спортшик, который можно было и на работу одеть при необходимости. Но бывают ситуации. Вот. Сделать его элегантным, но не уходя за рамки спортивного костюма. Мы этого добились. Вот такой результат. Вот такой рукавчик. Он состоит из нескольких частей, только из-за того, что сюда надо было добавить этот кант. Кокетка состоит из нескольких частей, только из-за того, что надо было добавить сюда кант. Если не добавлять, это единое целое.
Карманы подведены по дизайну. Раз у нас здесь канты, значит на карманах у нас тоже сделаны канты. Ну и соответственно одна рамочка косая черная, одна белая. Ничего сверхъестественного. Но такая вот красота, такая элегантность получилась. Мы достигли того, чего хотели. Все, демонстрация вот. И вы обратите внимание, как он сидит. Вот как бы я его не дергала, он все равно здесь не будет создавать вот этот капшук. Он не будет, его здесь нет. Вот здесь наполнится ручка. Вот здесь за плечиком пойдет ручка. И вот здесь у нас грудь побольше, чем на моем манекене. Никакой складки, никакой присборки вот этой не будет. Вот так выглядит этот костюмчик. Вот так выглядят штанишки. Талия занижена, но не сильно. То есть на 5 сантиметров у меня талия занижена. Так захотел человек. Здесь наполнится размер, и штанишки будут сидеть как надо. Попки моего манекена не хватает, чтобы наполнить эту модель. Вот так будет выглядеть на человеке. Капюшон у нас двойной. Он не имеет изнанки. Он не имеет открытого шва. Он зашит. Вот так аккуратненько мы сделали спорт-шик. Да, эта модель несколько замороченная из-за этих кантов, но это стоит того. Это стоит делать. Посмотрите, как форму держит наш крой. Посмотрите, видно, где плечо уходит в ручку. Это очевидно. Рукав у нас тоже необычный. Половина рукава вточается в пройму, а половина рукава цельнокроенная, которая сверху держит форму реглана. Но это не реглан. И это даже не полуреглан. Вот так вот держит форму эта кофта. Вот как вы его не поставьте, хоть со спинки, хоть спереда, вы увидите, где плечо и где рукав уходит вниз. Но это не реглан. И вот его шов притачивания. Вот его шов. Вот его шов притачивания до половины. А кокетка цельнокроенная. И смоделирована нагрудная выточка в срез кокетки. Эта кофта претерпела стирку, чистку, поскольку ткань пушистая. И чтобы человек, одевая первый раз эту кофту, не надышался этим пухом, я делаю на кофте стирку. На брючках не делаю. Затем обычной липкой лентой, ролик липкий для одежды. То, что белое, здесь контрастные ткани. Если однотонная, вообще проблем нет. Ну а здесь контрастные, значит белый пух в процессе стирки попал на черный. Просто липким роликом снимаете это и все. Вот так выглядят наши карманчики с изнанки. Их осталось только между собой скрепить ленточкой, чтобы они вот так вот не болтались. Вот и все. Вот так вот выглядят карманчики. Вот так закреплены все швы, не обработанные оверлоком. Почему? Здесь необычная кокетка, необычный рукав, и нам нельзя категорически уплотнять швы. Категорически. Любой оверлок даст дополнительную плотность, толщину. Поэтому эти ткани не сыпучие, поэтому здесь просто обработаны ножницами. Обычными ножницами срезаны швы близко к строчке. Точно так же на рукавчике
И точно так же по спиночке. Вот так. Но низ изделия, рукавчики внизу, капюшон пришивания мы не можем оставить вот в таком виде, категорически не можем. Поэтому здесь мы не страдаем от того, что оверлок даст дополнительное уплотнение. Здесь обработано оверлоком и прострочена отделочная строчка. Вот и все. Здесь обработано тесьмой. Вот так капюшон выглядит с изнанки. Надо потрудиться, много швов, много кантов, но это интересная работа, и результат стоит того. Я не люблю шить костюмы, как у всех. Модели я придумываю исключительно сама. Иногда я долго ее рождаю, долго мучаюсь, не понимаю, как это будет в конце, и начинаю менять свои планы в процессе работы. Такое тоже бывает. Задумано одно, а когда начинаешь его составлять все вместе, не нравится, что-то не так, что-то не то. И в процессе работы, в процессе сборки изделия после кроя может измениться что-то. Или в процессе самого кроя. Кокетка вот такая. А в процессе кроя я могу передумать и сделать ее не с острыми углами, а более овальную, более красивую. Или вовсе изменить. То есть творческий процесс, он длится вот на протяжении всей работы, пока вы костюм не закончите. Эти штаны предполагали сзади карманы. Изначально предполагался белый кант по кокетке, тоненький белый кант по кокетке. Это исключилось. Ни к чему здесь оно, и кофтой закрывается, в этом нет необходимости. Что касаемо карманов. На карманах, на манжетах предполагался белый кант. Тоже исключилось, и сами карманы исключились. Из-за кофты их видно наполовину, одни треугольнички здесь только будут видны, когда попка здесь наполнится. Это незачем. Так штанишки удлиняют ножку, так на них нет ничего лишнего. Очень удобный карманчик, удобный низ. Собственно, вот и все. Как рождалась эта модель, окроили мы вместе с вами ее. И теперь после этого ролика выйдет видео, где я покажу, как я размоделировала эту выточку, как ее можно вовсе убрать. В общем, поработаем с верхом. Этап со штанами. Первый этап – это начальный этап. Хоть там и много роликов, но это был первый этап, поскольку есть разные виды кроя брюк, есть разные модели брюк, есть моделирование брюк, которые исключают какие-то нюансы. Все это можно впоследствии проработать и показать. Вот. Брючки мы кроили вместе с вами, моделировали вместе с вами. Вот так вот они получаются, вот так они сидят даже на манекене не того размера. То есть вы видите, что штанишки держат форму, и что ты с ними не делай, они будут лежать так, как надо. Я думаю, что ролик получился коротенький, но информативный. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши такие прекрасные комментарии. До новых встреч!